Всем привет, с вами Аркадий Романович, коллеги, прямой эфир, живая торговля по сигналам системы Cluster Trader, золото слева, NASDAQ наверху справа и нефть WTI внизу справа. Будем сейчас торговать, искать точки входа в рынок. Для начала запишем несколько основных условий, по которым я открываю сделки. Итак, первое, что мы с вами делаем вообще на онлайн-торговле, если вы участник нашего сообщества, то мы торгуем по Cluster Trader. Cluster Trader. Cluster Trader это есть система, которая объединяет в себе несколько условий для каждого типа сделки. То есть, если мы торгуем по тренду, определенная комбинация, кластер скопления условий для входа в рынок. Если мы торгуем контртренд, то своя комбинация, свои условия. Вот сейчас мы эти условия запишем. В Cluster Trader мы используем такое понятие, как сила сигнала. Сила сигнала, которая позволяет нам поэтапно выстроить модель входа в рынок. Сила сигнала. И у каждого кластера есть 3, 4, либо 5 сил сигнала. Соответственно, если я торгую по тренду, как, наверное, один из самых распространенных кластеров, он выглядит следующим образом. Сила сигнала номер 1 – это пробой уровня. Пробой уровня. Пробой уровня. То есть первое, что должно состояться на графике, это пробой уровня. Первое условие. Затем второе условие это ротация бара. Иначе говоря, SS2, ротация бара. То есть изменение цвета свечи. Чередование свечей. Чередование свечей. Я подробно все объясню чуть позже. Сейчас все это дело запишем. Чередование свечей. И третье условие. Тренд-фильтр должен быть в направлении пробоя. Тренд-фильтр. Это SS3. В направлении пробоя. Соответственно, если тренд-фильтр TF. Давайте, чтобы было понятно. TF красный. Sell. И TF зеленый buy. Если желтый, это нейтральная позиция, и ротация бара при желтом не торгуется. TF зеленый, и, соответственно, buy. Buy. Зеленый buy. Вот это основная комбинация, которую я торгую. Пробой уровня, ротация бара, тренд-фильтр соответствующего цвета. Давайте попробуем посмотреть, есть ли у нас хоть одна похожая комбинация. Мы видим с вами золото слева. Пока мы не пробили ни один из наших уровней. Если я сделаю вот так, мы видим, что цена протестировала отметку 1818. Чуть поближе. 1818. Вот здесь я держу курсор. Затем видели стрелочный, тут же рынок обвалился. То есть мы не видим тренда здесь, потому что чаще всего тренды приходят откуда? Из ситуации, когда пробиваются какие-то экстримы, уровни. Здесь мы видим, рынок протестировал и дошел уже до середины диапазона между вот этой границей. 1809 это зеленая горизонтальная линия, уровень поддержки, и вот этой зоны сопротивления. То есть пока у нас не намечается такой сигнал. То же самое можем сказать про фьючерсный индекс NASDAQ. Цена дошла до нашей зоны сопротивления, протестировала, обвалилась и сейчас висит на ключевой зоне поддержки, где я держу курсор. Что мы можем сказать про нефть? То же самое. Цена еще не пробила ни один из уровней. Ни туда, ни сюда. Раз пока у нас нет трендовых сигналов, возможно, у нас появятся сигналы, которые лучше всего работают во флете. И на помощь ротации бара приходят паттерны. Паттерны. Слабая вершина, разворотная вершина. И то же самое касается оснований. Дно, слабое дно, сложно слабое дно и так далее. И вот сейчас мы с вами видим на графике фьючерса на индекс NASDAQ стрелочный вот здесь. И затем появилось дно. Даже слабое. Мы видим еще дублируется еще слабое дно. Вот нам автоматика подсказывает, что здесь есть сигнал слабое дно. Соответственно, если я вижу сигнал слабое дно, то
на что я еще обращаю внимание? Я смотрю, если уровень рядом, да. Если стрелочный, да. Соответственно, я нажимаю кнопку Buy. Да? То есть я беру и покупаю здесь, потому что у меня кластер 4 Buy. На этом баре мы протестировали уровень. Стрелочный, слабое дно. Еще раз. Тест уровня, стрелочный, слабое дно. И затем мы видим более высокую цену закрытия. Закрытие выше максимум предыдущей свечи на правой стороне. Вот здесь. И это точка входа на buy. Мой тейк находится в районе 10680. Второй тейк находится 10715. Давайте ждать, что будет происходить. Мы возвращаемся в эфир. Мы достигли первой цели по фьючерсу на индекс NASDAQ. Напоминаю, мы с вами покупали здесь по сигналу слабое дно. Тест уровня стрелочный SD. Да, слабое дно. И затем ключевой момент, ключевой фильтр этого сигнала. Да, более высокая цена закрытия на правой стороне. То есть этот бар закрылся выше предыдущего бара. И все это прямо на нашем range уровне. 10614, 10630. Да, вот этот диапазон. Сейчас у нас осталась еще одна позиция, вторая часть сделки. Посмотрим, что будет, потому что сейчас мы уже тестируем эту зону как зону сопротивления. Вот здесь у нас в районе 10685 горизонтальный отрезок красного цвета. Это максимум нашего диапазона, range high, да, так называемый. И сейчас цена прямо у этой зоны. Чуть ранее мы тестировали. Посмотрите, вот здесь какой был тест нашего уровня. Цена дошла и отвалилась, чаще всего отбиваясь от этой зоны, куда рынок может прийти, да, к следующей, то есть вот к этой поддержке. Отбиваясь от этой, куда прийти? Сюда. Если мы пробиваем, то потенциально куда мы можем прийти? Да, следующая зона 10756, да, либо если вниз пробиваем, то следующая зона потенциально 10543. Есть еще комбинации, когда мы пробиваем эти уровни, но дальше цена не идет, разворачивается. Это классическая комбинация, когда я торгую ложный пробой. Если она будет сегодня на одном из этих инструментов, мы с вами, конечно, будем торговать. У нас двойное дно по WTI. Это автоматика все делает, трейдеры, паттерны. Да, двойное дно, слабое дно, двойная вершина. Это все сегодняшние паттерны. Давайте к WTI. По WTI мы видим двойное дно после пробоя уровня. Посмотрим, что здесь будет. Да, пока сигналов нет. Сейчас посмотрим, как у нас будут развиваться события с фьючерсом на индекс NASDAQ. Дойдем ли до первой цели. Точнее, до второй цели у меня TX 75 пунктов. Для первой цели 35. 35 и 75. Стоп 25. В общем, ждем. По золоту пока ничего, тишина. Если золото удастся сломать 1818, следующая зона трейдеры 1826. То есть примерно 80 пунктов, да, запас прочности, запас хода. Посмотрите налево сейчас, точнее направо. Мы видим с вами тест уровня стрелочный. Тут же, посмотрите, мы тикнули мой рейндж уровень 40 ровно. Да. Давайте я уберу вот эту горизонтальную, чтобы не мешало. Это уровень S1, поддержка. Да. Посмотрите, мы протестили. Как правило, будет попытка отбиться, да, от этой зоны. Это не значит, что здесь надо обязательно сейчас взять и купить. Нет. Это говорит о том, что если ты здесь селишь, например, допустим, на пробой этого уровня, то первый твой таргет или ожидание, да, определенное от рынка в плане того, где он может отбиться или где он может там остановиться, это вот здесь. Так, ну что, мы возвращаемся с вами к фьючерсу на индекс NASDAQ. Мы только что достигли второго тейк-профита. Напоминаю, у нас был с вами кластер 4 buy. Тест уровня, стрелочный, слабое дно, более высокая цена закрытия на правой стороне паттерна. Да, первую цель мы взяли прямо под нашим уровнем, 35 пунктов. Да, и вторая цель 75 пунктов. 35 и 75. Да, при стоп-лоссе в 25. То есть первый тейк 1 к 1,5, второй 1 к 2,5 получается. Да, плюс-минус.
И теперь у нас есть шанс продолжить торговать с трендом, да, если будет коррекция к уровню, хотя ранее уже была коррекция. Посмотрите, мы после пробоя нашего ключевого уровня, вот здесь, видите, пробили, вернулись, 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 отскочили. То есть мы видим, насколько, да, цена балансирует вокруг этих уровней. Нефть, посмотрите, отбивается от нашей зоны, но здесь ничего такого нет. Здесь пока не с чем работать в сторону. Давайте вот так сделаем. Да, то есть две основные комбинации трейдера. Это ротация бара, да, так как трендовый сигнал. И паттерны как сигнал на отбой, когда цена балансирует между двумя уровнями. Да, и мы находим сигнал на buy у нижней границы вот этой зоны, да, то есть на поддержке и у сопротивления. Так что ждем небольшой паузы по NASDAQ, потому что NASDAQ традиционно, проходя 70-80 пунктов, берет небольшую паузу. Не всегда, чаще да, чем нет. Если это произойдет сейчас, мы, конечно, с вами попробуем сыграть, да, на этом и капитализироваться. Мы можем дополнительно еще оценивать другие критерии, да, с точки зрения поведения цены или анализировать price action, да, на предмет того, рынок бычий или медвежий. И вот здесь мы можем посмотреть, что до американской сессии, вот до 16:30 Москвы, рынок был бычий, ну, преимущественно, да, вот здесь мы сформировали слабое дно, точнее, разворотное дно, вот здесь, где я держу курсор, вот здесь мы сформировали РД, и рынок полетел. Все, бычий рынок, куча сигналов ротации бара, дошел до сопротивления, обвалился здесь, да, и затем быки снова вернулись в строй. То есть мы видели достаточно устойчивый бычий рынок в течение, да, там, второй половины, можно сказать, дня там, или до Америки. И вот это первая такая пауза, да, первый сброс, но посмотрите, потом бум, быки вернулись. Да. Это говорит нам о том, что быки сильные, да, и крайне вероятно, что мы можем продолжить, да, продолжить движение к следующим уровням. Как быстро, да, стоило рынку пробить здесь, отбиться отсюда, мы уже здесь, возле сопротивления. Хотя, конечно, по-прежнему мы прошли совсем немного. Но здесь не было паттерна квалифицирован. Да, мы можем сказать, ну, вроде как был тест, то есть был стрелочный, и рынок потом пришел. Ну, тут как-то мы можем да, изобретать велосипед, то есть придумывать здесь что-то. Да. Но вот здесь очевидно, что есть паттерн. Да? Никаких сомнений, чистый паттерн. Ну, здесь за уши притянуть мы можем, конечно, да, там сказать, что можно его торговать. Или быть более агрессивными трейдерами, да, и принимать этот сигнал. Лучшее, что вы можете сделать на рынке у экрана монитора, это, конечно, смотреть поведение цены, соответствующее уровню, да, если это уровень сопротивления, поведение на sell. В чем может быть выражено поведение? Да, в паттерне каком-то конкретном, который вы заметили, что он повторяется. Это может быть как самый распространенный паттерн, так и который вы там для себя обнаружили. Да, то есть какое-то поведение цены, тенденцию, да, то есть что свойственно рынку, когда он подходит к моему уровню сопротивления, что там возникает, какие паттерны, да, например. Я знаю, что когда цена подходит к моим уровням range, да, поддержки либо сопротивления, чаще всего я вижу стрелочный. Да, если я вижу стрелочный плюс паттерн, чаще всего я вижу реакцию. Да. Если она пробивает уровень, да, то два варианта. Либо это будет ложный пробой, цена обратно вернется, да, либо это будет движение к следующему уровню. Проскочили. Посмотрим, что здесь будет. Будет ли сейчас стрелочный сигнал. Да, потому что мы сформировали стрелочный, улетели, протестировали 40-300. Да, и если сейчас будет стрелочный, мы можем рассчитывать с вами на паттерн здесь. Да. Посмотрим. Потому что после такого сильного движения наверх, как правило, появляется стрелочный. Да. Ну, чаще всего. Посмотрим, будет ли у нас здесь, на вот этом большом нисходящем баре. Да, абсолютно.
Вот сейчас интересно становится, мы возле уровня, да, то есть где я вижу стрелочный? Возле уровня. Дальше я жду паттерн. В идеале нам продать после пробоя закрытия ниже, да, середины паттерна, потому что до этого мы пробили уровень. Да, незначительно, но тем не менее. Также паттерн отменяется, да, вот как раз нам автоматика подсказывает, что здесь паттерн. Да, наш паттерн отменяется, если рынок делает новый high, то есть пробивается выше верхней границы абсолютного максимума паттерна, где верхняя граница вот здесь, да, мы видим, я поставил белую горизонтальную линию, это абсолютно high паттерна. Да, мы можем видеть другой паттерн, например, слабое дно, слабую вершину, сложно слабую вершину, но двойную уже не торгуем. Так что посмотрим, что будет. Если закрытие выше, все, DV отменяется. Вот посмотрите налево. По WTI мы пробили уровень, видите, и пробили максимум паттерн. Убираем нашу линию, сделок здесь нет. И в то же время мы видим тренд-фильтр желтый. Да, так что пока мы в неопределенности. То есть мы потеряли вот этот поток, да, flow, можно сказать. То, что рынок несся вниз, и тут же, представляете, в ступор встал в районе 40 в нашего уровня S1. И как пушка теперь мчится к следующей зоне R. Это 40600, да, 4060. Предыдущая структура. Видим high. Я не исключаю, что это, возможно, high дня сегодняшнего, да. Так что это интересная область. Посмотрим. Вот, похожая ситуация была в пятницу. Да, если мы с вами на секунду вернемся к пятничным торгам, мы увидим, что рынок пробил S, дошел до S1, прям, да, буквально там тик, да, в 3 раза меньше, чем спред, не дошел. Да, это, конечно, считается тест уровня, да, и, кстати, как пушка выстрелила обратно. Да, и вот то же самое сегодня мы пробили S, как пушка, устремились вниз, и уже где мы торгуемся, да. Насколько быстро ситуация на рынке может меняться, и насколько быстро может меняться контекст. Двойная вершина. Что у нас там за двойная вершина? Я, кстати, забыл, трейдеры, сделать самое главное. Это сказать вам о том, как я торгую ложный пробой. Да, более детально, потому что на самом деле сейчас, скорее всего, его не будет. Почему? Потому что если я торгую ложный пробой, то после пробоя уровня меня интересует стрелочный. Да, меня интересует паттерн, но перед паттерном мне нужен тест, чтобы вот на этом паттерне, то есть вот эта точка середины была на этом уровне. Проще говоря, вот эта комбинация выглядела вот так. Или там более растянуто, там наверх, вот таким образом. То есть если мы вот этот паттерн возьмем и перенесем сюда на поддержку, да, то есть низ этого паттерна, поэтому здесь не будет продажи, потому что рынку нужно пробить low. Если он это сделает, то он все равно окажется над уровнем. Ну, разве что не сформируется, сказать, вот такая свеча гигантская, что происходит редко, но это бессмысленно селить. То есть сделок нет на sell по фьючерсу на индекс NASDAQ. Вот так. Но еще раз, трейдеры нужно уметь маневрировать, то есть быстро менять, не то что менять, а быстро адаптироваться под изменяющийся рынок, да? Не привязываться к своему ощущению того, что может произойти, а руководствоваться квалифицированными и сигналами, которые ты видишь на графике. А тем временем NASDAQ снова тестирует наш уровень. Посмотрите. Подошел. Еще одна попытка. Если будет белый бар, то потенциально можем прийти вот к этой зоне. Да, это 10800. Небольшая есть промежуточная зона здесь, хай дня. Это примерно 25 пунктов. Как раз величина моего стоп-лосса. Но если будет белый бар, то стоп можно за минимум этой свечи поставить, сигнальной, да, который будет белый. Абсолютно нет нужды гнать стоп дальше. Держим руку на кнопке. Еще раз, преимущество автоматики в том, что
нам не надо думать, где ставить стоп, да, где ставить тейк, каким объемом входить, как двигать, когда двигать. Это все делает робот. Наша задача исполнить трейд. Да, мы можем запрограммировать таким образом, чтобы робот открывал сделки сам, да, а мы только, возможно, наблюдали. Или наблюдали и имели возможность носить коррективы. Такое возможно, конечно. Все зависит от предпочтений трейдера. Я жду белый бар. Наблюдаем. Держим на кнопке. Черный бар пока. Белый бар. Ждем. То есть мы должны увидеть белую свечу. Ждем. Покупаем. И теперь мы можем смело поставить стоп за low. Можем смело загнать стоп сюда. Закрылись по безубытку по NASDAQ. Напоминаю, мы покупали вот здесь, где я держу курсор. После входа рынок прошел примерно 20 пунктов в нашу сторону. Естественно, тейк-профиты не были достигнуты. Позицию перевел без убыток. И прямо буквально вот этим тиком я вышел по трейлингу. Теперь мы видим с вами сейчас стрелочный, вершина. Мы видим белый бар. Но при этом мы видим противоположный сигнал. То есть, с одной стороны, у нас есть двойная вершина, идеальная на sell. Но с другой стороны, у нас есть ротация бара на buy. Давайте посмотрим, будет ли пробой. Пробой есть закрытие телом выше максимум паттерна. То есть, когда вот такая конфликтная ситуация, одно из моих решений – это дожидаться подтверждения пробоя high паттерна. Потому что здесь разницы в точке входа нет, но есть разница в контексте. Давайте ждать. Посмотрим, будет ли close. Close – закрытие телом выше максимум паттерна. Наблюдаем. Рынок пытается. Наблюдаем еще. Покупаем. Так, ну что, мы возвращаемся в эфир. Я закрыл часть позиции по NASDAQ, потому что уже 18 часов 50 минут, потому что мы подходим к экстримам моего сопротивления. Часть позиции я закрыл, вторая двигается по трейлингу, по параметрам волатильности. Давайте ждать буквально 5-10 минут, и мы с вами заканчиваем. Сегодня достаточно такая активная торговая сессия, потому что понедельники не всегда выдаются такими. Ну и, соответственно, если я прихожу на рынок и вижу, что движений нет в понедельник, там в течение 30-40 минут с момента открытия рынка, то я просто выключаю компьютер и все. Это лучшее, что можно сделать, потому что, если на старте нет ничего, крайне маловероятно, что будет потом. Потому что самые большие деньги в дейтрейдинге делаются в первые час, полтора, максимум 2 открытия торгов. И лучшее время 16:30, 19:30. Понятно, что могут быть какие-то сигналы, сделки за пределами вот этой временной зоны, это временного отрезка. Там, например, индексы могут здорово ходить во второй половине дня Америки. По Москве это 9 часов вечера. То есть ближе к закрытию. Еще очень важный момент, что кассу, имеется в виду итоговый твой результат в течение дня, как правило, определяет один хороший трейд. Один хороший трейд. Остальные, они могут быть профитными, но при этом без большой скорости, потому что определить вот этот момент, когда движение может ускориться, не так просто. И быть в это время, и при этом, чтобы тебя не вынесло еще. То есть много факторов, которые могут повлиять на на то, как вы закроете торговый день. Поэтому, поймав одно большое движение, это уже, не то что гарантирует тебе профитный день, но такой, дает хороший задел на то, что он может быть профитным и позволяет тебе торговать более свободно. То есть, когда ты набрал какую-то, то есть фору получил, скажем так,
получил фору в начале дня и может действовать более раскованно. Это проще, нежели если ты начинаешь торговать и получаешь лоссы, да, в начале дня, и ты пытаешься их отработать в течение там дальнейших, следующих 2 часов, 3 часов, там, ну, смотря сколько торгуешь. Поэтому, бесспорно, да, вот этот трейд и вообще те трейды, которые у меня приходят в начале дня, они обеспечивают, да, как правило, профитный день. Ну, посмотрим. Завтра у нас живая торговля уже с трейдерами в закрытом чате. Да, если вы не участник нашего сообщества, то подключайтесь, потому что все эти сделки вы видите в реальном времени. Да, не то, что сейчас в записи, да, а именно то, как это выглядит с точки зрения техники, психологии. Конечно, мои хорошие моменты. Все, по NASDAQ закончили. Ну и, конечно, мои плохие моменты. Мои косяки. И это неплохое место для того, чтобы учиться не только, да, на своих, но и смотреть, как можно короче прийти к прибыльной торговле. Если полезно, интересно, лайк, комментарий, какие-то вопросы пишите нам на почту. И до связи. Пока.